Всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко сшить детскую косынку на резинке. Для пошива нам понадобится резинка длиной 10 см, шириной 2 см и два отреза хлопковой ткани. Первый длиной 20 см, то есть в 2 раза больше, чем резинка, и шириной 7 см. Длина второго равняется обхват головы минус 10 см на резинку и плюс 2 см на припуске. К примеру, я буду шить на обхват головы 47 см. Соответственно, 47 минус 10 плюс 2 получается 39 см длина моего второго прямоугольника. Ширина у меня будет 22,8 см. Чем больше обхват головы, тем больше будет ширина этой детали. Смотрите видео до конца. В конце видео будет таблица с расчетом ткани на каждый размер. Для начала берем большую деталь и на изнаночной стороне подгибаем нижний край на 0,5 см. Утюжим. Потом еще раз сгибаем и снова утюжим. Так делаем с нижним краем и с верхним. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно проложить на машинке прямую строчку по нижнему краю и по верхнему краю. Берем маленькую деталь, складываем ее пополам лицом к лицу и прокладываем прямую строчку на машинке на 0,5 см от края. Вот наши сшитые детали. Большой прямоугольник пока откладываем, берем маленький и выворачиваем его. Можно помочь булавочкой. Расправляем нашу перемычку и с помощью булавки вставляем в нее резиночку. И с этой стороны фиксируем резинку с помощью строчки на машинке. Прокладываем несколько раз туда-сюда, чтобы резинка держалась крепко. Вот так вот хорошо прошили. Теперь достаем второй край нашей резинки с другой стороны и также фиксируем прямой строчкой на машинке. Теперь соединяем наши детали. Кладем перемычку на лицевую сторону большого прямоугольника. Загибаем верхний край на ширину резинки. Потом загибаем нижний край вот таким вот образом. И теперь на ширину резинки делаем складки. Их может быть 2 или 3, зависит от ширины вашей косынки. И теперь в этом месте стачиваем деталь на машинке, делаем строчку вперед-назад несколько раз. Вот так вот у нас получилось. Этот край можно обработать зигзагом. На второй стороне мы сделали то же самое. Выворачиваем нашу косынку, все швы прячутся вовнутрь. И вот такая красивая косыночка у нас получилась. Оставайтесь со мной, будет много интересных видеоуроков по шитью. Всем спасибо за просмотр!